Всем привет! Вы на канале Детский клуб Kids. Напоминаю, у нас новый проект «Другом Бога будь». Другом Бога будь, будь другом Бога. Другом Бога будь другом Бога. Другом Бога будь другом Бога. Другом Бога будь другом Бога. На этом проекте мы приглашаем библейских друзей Бога и задаем очень интересные вопросы. И поэтому, чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на наш канал прямо сейчас. И колокольчик не забудь. И также подписывайся на наш инстаграм. Там мы ежедневно публикуем разные новости. Ссылка на инстаграм будет в описании. Еще хочу поделиться с вами очень интересным каналом Малюваки. У них на канале начался очень добрый, крутой христианский сериал. Так что скорее на их канал смотреть первую серию. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. Подпишись прямо сейчас, и мы начнем наше интервью. Сегодня у нас необыкновенный гость. Я бы сказала так, он простой кочевник, который путешествует по пустыне, но почему-то стал известным на весь мир. Считается очень уважаемым человеком. Мы как раз поговорим с ним об этом. А еще сам Бог называет его своим другом. Давайте же скорее с ним познакомимся. Встречайте, Авраам! Шалом. Интересное приветствие. И что оно означает? Шалом – это на нашем милом. То есть я желаю тебе мила. Ну тогда шалом. И первый вопрос. У нас есть информация о том, что сам Бог называет тебя своим другом. Я хочу спросить тебя, каково быть другом самого Бога? Есть ли какие-то привилегии? И вообще, как поживает человек, у которого друг сам Бог? Ну, как поживает? Очень хорошо поживает. Что касается привилегий, их много, очень много. Расскажи. Думаю, нашим зрителям будет очень интересно. Во-первых, как уже известно, Бог мне дал то, о чем я больше всего мечтал. Это дети, детишечки. Я их очень люблю. Это прекрасно, это восхитительно, они такие милые. Ну, продолжай. Потом защита. Сами понимаете, если сам Бог защищает, то что может навредить? Такой пример. Кто-то на тебя сказал плохое слово, а Бог говорит, если кто скажет на тебя, ну, то есть на меня, плохое слово, заклянул. А если хорошее, благословлю. Во как! Ну, я уже молчу про богатство. Это, наверное, и так понятно. Если все золото принадлежит Богу, а я его друг, то... Да, это известный факт. Ты очень богатый человек. Не хочу хвастаться, но у меня нет нужды ни в чем. Слава Всевышнему. Сейчас очень модно иметь успешных друзей. И все, конечно, хотят познакомиться и быть друзьями известных людей, которые достигли успеха. Но не у всех это получается. Скажи, есть ли секрет, как ты смог подружиться с ним? Ведь Бог – это самая известная личность во Вселенной. А я и не знаю, что сказать. Ведь это Он выбрал меня. Так и завязалась наша дружба. Авраам, пойди от земли своей в землю, которую я укажу тебе и твоим потомкам. Я благословлю тебя и произведу от тебя великий народ, и умножу семя твое, как звезды небесные. И благословятся в тебе все племена земные. То есть, чтобы быть другом самого Бога, надо просто поверить Ему? Да, просто поверить. И так как Он является самым главным другом в моей жизни, Его просьбы для меня важнее других. И если это настоящая дружба, то ты все сделаешь, что тебе просит друг. И, конечно, с моими просьбами все то же самое. Все, что я прошу у него,
Все он делает для меня. Да-да, мы знаем эту душераздирающую историю, когда Бог сказал принести твоего единственного сына в жертву. Да, это было самым большим испытанием моей жизни. Но я ни капли не пожалел, что я послушался его. Как я и думал, Бог все предусмотрел. Жертвенный агнец. Моя вера в него не подвела. Да, кстати, о сыне. Все говорят, что вы с женой очень долго ждали ребенка. Да, мне было 75 лет, когда Бог пообещал мне, что у меня будут дети. 75? Но в таком возрасте уже очень трудно иметь детей. Очень трудно, если учесть то, что родился мой сын, когда мне было 100 лет. Что? Нет, это невозможно. Бог может все, даже дать старикам ребенка. Напомни, как переводится имя твоего сына? Исаак, что означает смех. Смех? Но почему? Ну подумай, очень сталые люди, с младенцем, очень смешно. Также мы слышали, что Бог изменил твое имя. И ты теперь не Авраам, а Авраам. В чем суть? Авраам переводится как отец многих. По-моему, неплохо. Теперь блиц. Любимый народ. Евреи. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venismecha. Город или пустыня? Пустыня. Земля, которую обещал тебе Бог. Ханаан. Любимое занятие. Считают звезды и песок. Лошадь или верблюд? Верблюд. И последний вопрос. Что вы скажете, когда окажетесь перед Богом? О, я каждый день говорю с ним. Например, сегодня мы строим планы на будущее. Спасибо, Авраам. Это было удивительное интервью. Друзья, увидимся с вами в новом выпуске. Кто хочет поддержать нас комментарием, пишите под видео. И не забудьте про колокольчик. Пишите в комментариях, какого героя вы бы хотели видеть у нас в гостях. И не забудьте подписаться на наш инстаграм. Там много всего интересного. Всем пока!